Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Роман, и сегодня мы подробно разберем последние обновления, связанные с третьим известным межзвездной кометой 3I Atlas. Это, по сути, первый крупный обзор 2026 года, посвященный наблюдениям и открытиям, опубликованных за последние месяцы. В январе и феврале этого года сразу несколько исследовательских групп предоставили новые данные. Они проанализировали выбросы вещества кометы и, наконец, смогли напрямую измерить ее ядро. Предлагаю последовательно разобраться, что именно обнаружили ученые, какие результаты оказались наиболее необычными и как заметно изменилась эта комета всего за несколько месяцев. Один из ключевых прорывов был достигнут благодаря телескопу Хаббл. На протяжении долгого времени твердое ядро 3I Atlas оставалось открытым за плотной оболочкой газа и пыли, или комой. Это светящееся облако отражает солнечный свет и буквально засвечивает слабый сигнал от самого ядра, из-за чего определить его реальные размеры было крайне сложно. Используя специальные методы обработки изображений и сравнив снимки, полученные в декабре 2025 года и января этого года, астрономы сумели выделить слабое излучение твердого тела внутри комы. Согласно новым оценкам, радиус ядра составляет примерно 1,3 километра, что соответствует диаметру около 2,6 километра. Эта оценка была дополнительно подтверждена независимыми исследователями. Астрономы изучили негравитационные эффекты, небольшие отклонения в траектории кометы, вызванные реактивным действием струй газа при испарении льда. Такие микроскопические двигатели позволяют уточнить массу и размеры объекта. Кроме того, были проанализированы изменения яркости при вращении кометы, что дало дополнительную информацию о ее форме и размерах. Важно отметить, что расчеты исходят из предположения, что отражательная способность поверхности сопоставима с обычными кометами Солнечной системы. Если поверхность окажется значительно темнее или светлее, итоговая оценка размера может немного измениться. Не менее интересной оказалась форма. Ядро явно не сферическое. Данные указывают на вытянутую структуру с соотношением осей примерно 2 к 1, то есть объект примерно в 2 раза длиннее, чем его ширина. Это делает его более вытянутым, чем большинство известных планетоземалей Солнечной системы, хотя он не настолько экстремален, как Оumuamua. Теперь стало очевидно, что перед нами заметно вытянутое тело, а не округлый ледяной шар для боулинга. Теперь к другой важной особенности. Обычно кометы проявляют максимальную активность вблизи перигелия, точки орбиты, где они находятся ближе всего к Солнцу. Именно тогда нагрев наиболее интенсивный и лед активно испаряется. Однако 3I Atlas повел себя иначе. Наблюдения миссии NASA SEA-REx и прибора SWAN на борту аппарата SOHO показали, что всплеск активности произошел в конце октября, начало ноября, уже после прохождения перигелия, когда комета удалялась от Солнца. К декабрю скорость выделения воды выросла примерно в 40 раз по сравнению с предыдущими значениями. Такое запоздание хорошо согласуется с гипотезой о толстой поверхностной коре. Ранее моделирование предполагало, что комета могла сформировать жесткий слой толщиной 10-15 метров. За миллионы лет путешествия в межзвездном пространстве космические лучи перерабатывали поверхностное вещество, создавая сложные органические соединения и формируя плотную изолирующую оболочку. Под этой корой сохранились первичные летучие вещества, водяной лед и другие соединения. Солнечному теплу требуется время, чтобы проникнуть на такую глубину. После нескольких лет нахождения в Солнечной системе тепловая волна наконец достигла скрытых слоев. Как только древний лед начал нагреваться, произошел резкий выброс вещества. Особенно важно, что высвобожденный лед мог оставаться в изоляции миллиарды лет, возможно, еще со времен до формирования нашей Солнечной системы. Объем выделяемой воды подтверждает крупные размеры ядра. В пиковый момент комета выбрасывала количество воды, сопоставимое примерно 5 миллионов литров в час. Для кометного ядра это крайне высокий уровень газопылевой продукции, поэтому объект относят к редкой группе гиперактивных комет.
Да не будем скромничать, перед нами СДВГ комета. Объекты, у которых интенсивность сублимации значительно превышает ожидаемую для их размеров. Дополнительной особенностью стали кратковременное усиление выбросов и резкие вспышки яркости, указывающие на нестабильность поверхностных слоев и, вероятно, на наличие обширных участков свежего льда. Дополнительные данные были получены в инфракрасном диапазоне с помощью Джеймса Уэбба. Именно там впервые в истории межзвездных комет был подтвержден метан. Среди 3 известных межзвездных объектов это первый случай его обнаружения. Метан – чрезвычайно летучее вещество, которое должно быстро испаряться при длительном нагреве. Его наличие указывает на то, что он также находился под защитной корой и высвободился сравнительно недавно. Солнцу потребовались месяцы, чтобы пробить изолирующий слой и запустить интенсивное выделение соединений. Те же наблюдения подтвердили наличие углекислого газа и атомарного никеля. Никель, вероятно, связан с органометаллическими структурами. Хотя подобные соединения известны, соотношение никеля к железу отличается от типичных значений для комет Солнечной системы. Это намекает на иные условия формирования. Кроме того, были обнаружены органические углеводороды и цианидные соединения, которые, по всей видимости, также долгое время находились в глубинных слоях. Совокупность данных говорит о том, что химический состав и история эволюции 3I Atlas отличается от привычных нам комет. После разрушения коры высвобождение различных веществ произошло почти одновременно. Полиметрические измерения добавили еще один важный штрих. Кривая поляризация отличается от типичных значений для комет Солнечной системы и демонстрирует более высокую амплитуду. Это означает, что структура поверхности и свойства полевых частиц иные. Судя по данным, выбрасываемые частицы могут достигать размеров в несколько миллиметров, значительно крупнее стандартной мелкой пыли. Разумеется, вновь возникает вопрос о возможной искусственной природе объекта. И вот совсем недавно 2 независимые группы провели поиски техносигнатур, в тот момент, когда комета удалялась от Солнца. Наблюдения велись с использованием радиотелескопической решеткой Аллена и радиотелескопа Гринбенка. Сканировался широкий диапазон радиочастот в поисках узкополосных или аномальных сигналов. И, к сожалению, никаких подтвержденных сигналов обнаружено не было. Чувствительность телескопов позволяла бы зафиксировать передачу мощностью всего 0,1 Вт на таком расстоянии. Все зарегистрированные кандидаты оказались земными помехами, спутниками, самолетами, миксерами. Вывод обоих исследователей однозначен. Признаков искусственного происхождения нет. Перед нами естественная межзвездная комета, ну или инопланетяшки жестоко бросили нас на произвол судьбы. Не надо так. Тем не менее, 3I Atlas остается одним из самых информативных межзвездных объектов, когда-либо изученных. Повышенное содержание углекислого газа, наличие метана, необычные соотношения элементов и поздний водяной всплеск дают редкую возможность заглянуть в химию далекой звездной системы. Сравнение этих данных с составом комет Солнечной системы поможет понять, насколько типична наша планетная среда. На данный момент данные указывают на то, что 3I Atlas сформировалась в более холодных или более интенсивно облучаемых условиях, чем большинство наших комет. Длительное воздействие космических лучей, вероятно, изменило ее поверхность, сохранив при этом внутренние летучие вещества. На сегодняшний день комета 3I Atlas уже прошла свой перигелий и заметно удаляется от Солнца и от Земли. Она все еще находится в созвездии Близнецов и с каждым днем становится слабее в телескопах, что требует больших инструментов для наблюдения объекта. В пространственном смысле она удалена от Земли на примерно 535 миллионов километров, более чем в 3 раза дальше, чем Земля от Солнца. Комета движется по своей траектории с очень высокой скоростью, характерной для межзвездных гостей. Этот путь наклонен лишь слегка к плоскости орбит планет, но он гиперболический. Объект вышел в Солнечную систему из межзвездного пространства и теперь выходит обратно. Юпитер станет ближайшей крупной гравитационной точкой его пути в марте 2026 года, когда 3I Atlas пройдет мимо на расстоянии порядка 50 миллионов километров.
Близко, но слишком быстро, чтобы быть захвачен орбитой планеты. После этого сближения он продолжит удаляться от Солнца. По мере ухода объект пересечет орбиту Сатурна в середине 2026 года, затем пройдет в районе орбит Урана и Нептуна в последующие годы и окончательно выберется за пределы всех внешних планет. Его путь не приводит его назад к внутренней Солнечной системе. Комета уходит навсегда в сторону Большой Медведицы и дальше в галактику Млечный Путь. Но мы обязательно вернемся к этому объекту, когда появятся новые данные. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, поддерживайте канал на Patreon и Boosty ради дополнительных и безрекламных видео или оформляйте членство для раннего доступа по ссылке в описании. Оставайтесь замечательными и до встречи в следующем выпуске на канале Злой Космос.